Приветствуем. Ну что ж, нас просят открыть посетителю. Нас торопят. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. То есть мы все-таки не отдохнули. Ладно. Так. Странно. Мы разве не со всеми еще поговорили? Ну этих двоих я помню. А вот это кто? Еще один неизвестный. Надо будет чаще пользоваться этой особенностью. Дабы хотя бы определять, сколько людей у нас всего вокруг. Так, вспомнить. Да. Хотя... Есть ли с другой стороны что-то интересное? Нет, просто выход. Хорошо, в конце переулка. Да. Нам же показывают. Почему-то в эти моменты мне всегда кажется, что... то есть между районами передвигаемся напрямую. Это приятно. Хотел сказать, что... Уже почему-то ожидал от этой игры, что ориентироваться придется самостоятельно. Но нет, нам таки показывают. Так. Вроде бы ни живых, ни неживых поблизости нет. Это хорошо. В морге все здоровы. Впрочем, едва ли это можно сказать, что неправда. Так, стоп. Ясно, это не то, что мы ищем. Но тем не менее, так полагаю, желательно осматриваться, где только возможно. Это дверь? Она мне интересна.
Да, все-таки здесь присутствуют скали бродячие. Минуточку. И хотя нет, вон отображается. Почему же мы не почувствовали его раньше? Нет, сначала лучше избавиться от угрозы. Ох ты ж. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, не так давно погиб. Я так понимаю, все уже были мародеры. Хорошо. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Он забрал весь шкаф, но получил только 2 бутылки алкоголя. Вероятно, все остальные кто-то уже выпил. This key will surely grant me access to the basement. Это определенно плюс. О. Эх, он же себя так удачно выдал. Надо привыкнуть к дистанции удара. Он пришел оттуда. Значит, на 2-м этаже кто-то был, ну, точнее на 3-м. Так. Нет, пока что придется немножко не напрягать горло. Эх, а жаль. Я уже рассчитывал, что можно будет еще пару этажей изучить. Ага. Не нравится мне этот новый противник. Так, хорошо. Они These skulls feed from corpses in the husks of animals. They're not after people. Так, он защищается. Ах ты ж.
мы с него не взяли крови. А, да тот круто получили немножко картечи. О, это очень сильно оказывается. Попался на защиту. Протец. А нет, химин. Взять железо. Наверное, Скайль. Забыл, как их здесь называют. Ну, я не подумал, что вот эта вот тряпка это противник. А вот это есть противник. Тут замахиваешься, ученый. В смысле, доктор. Так. Ясно. Пара шиллингов тоже неплохо. Там кто-то есть? Или там просто тела? Эх, не повезло мужичку. Следов крови пока что не были не замечено. Отчет о смерти. Патологоанатом Пембургской больницы, отчет расследований. Покойный Сэмюэль Коннор. Раса европеоидная. Пол мужской. Возраст 39. Домашний адрес неизвестен. Род занятий – рыбак. Тип смерти – естественная. Вероятная причина смерти – быстро прогрессирующая пневмония с вирусом-индуцированным уплотнением легкого. Испанский грипп. Присутствующий на вскрытии. Доктор Коркоран Типпец, медсестра Гвинет Бранаган. Имя и подпись патологоанатома доктор Corcoran Tippets. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death.
and then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. It's locked, all right. Так, стоп, что? Старый ампутационный нож. Поглощение крови. Вы получили новый тип оружия для левой руки. Выберите его, нажимайте, чтобы поглощать кровь. Очень интересно. Так. Как выбирать? Ясно. Оглушение. Меньше выносливости требует. Это может быть очень полезно. Так. Странно, что меня не удалось заметить это раньше. Здесь мы ходили. Здесь ничего нет. На всякий случай для порядка. Да. Джон Доу. Сейчас привязка играет против меня. Да что ж ты делаешь? Это его стиль. Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Все плохо. Нам срочно нужны мыши, крысы, любая живность. Нет. Пока нет. Нельзя позволить спуститься.
Вижу, что только что что-то сверкало. Так, пустая кровь, пустая кровь. Можно что-то с ней сделать. Нет. Плохо. Плохо. Очень плохо. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Здесь ничего не найдется. Так. Исследуйте скоро, чтобы увидеть схемы. Малая доза разбавленной густой крови, с которой можно сделать сыворотку крови для вампиров. Требует образец разбавленной густой крови. Стеклянная пробирка, эрготамин, отдам. Останавливает немного крови. Отлично, это нам очень потребуется. Загадочный рецепт. Сложный рецепт написан на клочке бумаги. Нужно исследовать. Средство от простуды. Средство от бронхита. И средство от пневмонии. Действительно. Что-то невероятно хитрое. Так, моментально надо. Эрготамин. Вот он. У нас всего этого нет. Так. Трат железа. Нет ничего, что мы сейчас могли использовать. Эрготамин. Вот он. Где искать? Еще не хотел, чтобы доктор сорвался. Я даже не могу его исцелить. А, это средство от переутомления? Ясно. По всей видимости, такая затрата крови в этом сражении была не предусмотрена. Ладно. Главное потом случайно не напасть на того, кто будет нуждаться в помощи. Dirty Train. Да, судя по всему, пока что средство для оглушения показал себя поэффективнее этого ножика. Но с другой стороны, мы используем нож для переливания. Только, ё-моё! Вот как же неудачно ты здесь оказался, дружок. Мы можем сменить. Так. Ах. Гад, ну пей ты кровь, а? Не здоровье. Он еще и защищается. Странно. Ну ладно. А можно их как-то вам переключать?
А, чуть не попался. Хотя, если подумать, да. Для восстановления способ вполне себе подходит. Так, а теперь, если это, конечно, противник, надо проверить, можно ли эффективно атаковать оглушенного. А, бродячий скаль, хорошо. Ой-ой. Так, мне нужно как-то винить одного. Или нет? Ну, на ближайшем. Одна? Так что ж такое? Как же неудобно. Синий даже не видно. Да что ж ты будешь делать, доктор? Ну что ты творишь? Не понимаю, почему ты умудряешься составлять их с крохотной долей жизни? Что ж ты делаешь на рефлексы вкуса? То есть вот этот замах произошел быстрее, чем доктор смог ударить крылом. Их можно покидать при необходимости, если не брать с них кровь. Да что ж такое? Стоп. Это новые жертвы появились? Огня он не боится. Так, проверить на следующий этаж. То, чтобы очень требовалось. Если эти ребята могут оставлять ингредиенты, нам придется так поступать. И судя по звукам, они где-то здесь есть. Ну и кроме того, лучше уж мы столкнемся с этими врагами. It's locked. Чем кто-то другой. Хорошо. Похоже, ненадолго, но мы обезопасили это место. Правда? Скоро восстановится со временем? Как-то это оказалось вне моего внимания.
Да, это тот самый парк. Ну, как парк, сад. Так. Светоч науки. Обязательно нужно сюда заглянуть. И каким-то образом не удалось выйти с другой стороны. Доктор, у нас к вам серьезный разговор. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Не слишком ли жестоко будет выбрать этот вариант? Если что, мы спросим еще раз. Goodbye, Dr. Tippett. Думаю, что сейчас врачи не нужны. Хорошо. Проверки. Что случилось? Зачем? А, это дня, чтобы... Что за интересная личность? То есть он может отправить даже больных. Ну, в смысле пациентов. Слегка неудобно. Хотя стоп, у того пациента не было лица. Где Дороти? А, вот нашли. Стоп, что случилось? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Болезни. Заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте его состояние здоровья. Если они про нее, то тут аж раз, два, три, еще четвертый пациент был. Да. О ком из них? А Эдвард Свонси. Это не Эдвард Свонси,
неприятным известием. Это доктор. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Ох. Ладно, поговорим с ними напоследок. Да, значит, пациента будем искать. Уже позже. Ну ладно. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Этого, боюсь, нельзя утверждать. Тем более в ситуации тотальной эпидемии. Как ни береги горло, оно начинает оседать. Goodbye, Mrs. Goswick. Что ж, а ты, значит, он. Или нет? I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так, нажмите, чтобы проверить состояние здоровья. Получится качество крови горожан и состояние района, и также получите опыт, если будете лечить горожан. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. А можно все-таки заглянуть? А, у него просто переутомление. Значит, это именно тот, кого мы ищем. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Хорошо, он начинает восстанавливаться. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. I'm all right. Don't waste your time with me. Будем, если он восстановится, и потом сможем с ним нормально поговорить. Reads me like a book. А значит, мы все же сделали все правильно. Это хорошо. Что ж, мы упокоились с миром посетителей морга и сделали небольшое, но хорошее дело. Что ж, на этом, пожалуй, пока что все.